Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Доктор здоровья». Сегодня я говорю как врач и как мужчина, который ежедневно видит, как люди теряют свободу движения. Колени болят, хрустят, отказывают, и это принимают за возраст. Но правда в другом. И в этом видео я по шагам объясню, что нужно делать, чтобы суставы начали восстанавливаться. Первое, что важно понять, колени не разрушаются внезапно. Это процесс, который начинается за годы до боли. Неправильная нагрузка, дефициты, воспаление. Большинство лечит симптомы, а не причину. А причина всегда глубже. И если вы досмотрите это видео до конца, вы поймете, где именно вы свернули не туда. Сустав – это живая структура. Хрящ питается не таблетками, а движением и кровотоком. Когда человек боится двигаться из-за боли, он ускоряет разрушение. Правильные мягкие движения – основа восстановления. Не бег, не приседания с весом, а медленные циклические нагрузки, о которых почти не говорят. Теперь о народных средствах, которые действительно работают, а не вредят. Первый рецепт – компресс из капустного листа с медом. Это не миф. Капуста снимает воспаление, мед улучшает микроциркуляцию. Компресс делают на ночь курсом 10-14 дней. Простое средство, но эффект накапливается. Второй важный момент – питание суставов изнутри. Костные бульоны, холодцы, желатин – это не бабушкины сказки. Это источник коллагена и аминокислот. Но есть нюанс. Без витамина С и меди они не усваиваются. Вот почему у одних помогает, а у других нет. Я всегда говорю пациентам, уберите хроническое воспаление. Сахар, избыток мучного, переработанные масла – все это разрушает колени медленно и незаметно. Народное средство здесь – куркума с теплой водой и щепоткой черного перца утром. Это мягкий природный противовоспалительный инструмент. Очень важна температура. Колени не любят холод. Переохлаждение – прямой путь к обострениям. Прогревание сухим теплом, шерстяные наколенники, ванночки с морской солью – простые действия, которые улучшают питание сустава. Но делать это нужно правильно, не во время острого воспаления. Отдельно скажу про вес. Каждые лишние 5 килограммов – это десятки тонн нагрузки на колени в год. Ни одна мазь этого не компенсирует. Даже небольшое снижение веса резко уменьшает боль. Это физиология, а не мотивационные слова. Колени сразу чувствуют облегчение. Самая большая ошибка – ждать чуда от одного средства. Суставы восстанавливаются только системой – движение, питание, снятие воспаления, поддержка хряща. Если убрать хотя бы один элемент, результата не будет. Именно поэтому многие разочаровываются и говорят: «Мне ничего не помогло». И вот здесь начинается самое важное. Есть один шаг, о котором редко говорят даже врачи, но именно он запускает восстановление хряща. Большинство людей делают все почти правильно и все равно не получают эффект. В следующей части я объясню этот ключевой момент, который меняет все. Этот ключевой момент – восстановление синовиальной жидкости. Без нее сустав словно работает на сухую. Народный способ поддержать ее выработку – теплая вода с желатином утром натощак курсами. Но важно – пить регулярно, минимум месяц. Разовый прием не дает эффекта. Суставы любят системность. Я всегда подчеркиваю, колени не лечатся в покое. Им нужно правильное движение. Простое упражнение – медленное сгибание и разгибание ног сидя, без боли. По 5-7 минут несколько раз в день. Это запускает питание хряща. Без этого ни один рецепт не сработает. Еще одно народное средство – растирка на основе сабельника. Это растение веками применяли при суставных болях. Настойку втирают мягко, без агрессии, перед сном. Она улучшает кровоток и уменьшает скованность утром. Главное – не ждать мгновенного результата, а работать курсом. Многие недооценивают роль стоп. Неправильная походка разрушает колени быстрее возраста. Простая привычка – ходить медленно, перекатываясь с пятки на носок. Это перераспределяет нагрузку.
Иногда этого достаточно, чтобы боль начала отступать уже через несколько недель. Ночью суставы должны восстанавливаться. Если сон поверхностный, процесс тормозится. Травяной чай из ромашки и мелисы вечером снижает уровень стресса и воспаления. Это тоже часть лечения, хотя об этом редко говорят. Колени напрямую реагируют на нервное напряжение. Важно помнить, боль не враг, а сигнал. Заглушая ее постоянно таблетками, человек теряет ориентир. Народные методы работают мягче, но позволяют суставу адаптироваться. Я всегда советую слушать ощущения и корректировать нагрузку, а не терпеть через силу. Возраст не приговор. Я видел, как люди после 60 начинали ходить без боли, когда меняли подход. Не за неделю, не за месяц, но результат был устойчивым. Суставы способны к восстановлению, если перестать им мешать и начать помогать правильно. Самое опасное – бросать на полпути. Колени восстанавливаются медленно, но уверенно. Первое улучшение – уменьшение утренней скованности, затем снижение боли при ходьбе. Это верные признаки, что процесс пошел. И здесь важно не сорваться обратно к старым привычкам. Я рассказываю это не ради сенсаций. Моя задача, чтобы вы поняли логику восстановления. Суставы любят регулярность, мягкость и внимание. Когда человек берет ответственность за движение, питание и режим, колени отвечают благодарностью и свободой движения. Если это видео оказалось полезным, я благодарю вас за просмотр. Напишите в комментариях, что именно откликнулось вам больше всего, поставьте лайк и подпишитесь на канал Доктор Здоровья, чтобы не пропускать важные материалы о теле, которое может восстанавливаться в любом возрасте.